Всех приветствую, ребята, вы снова на канале Великий Манипулятор. Сегодня, как обычно, мы с вами рассмотрим несколько новостей, которые сейчас происходят на криптовалютном рынке. Посмотрим, что происходит с биткоином, а также рассмотрим мой спекулятивный портфель, который я вам показывал, что я его создал. Посмотрим несколько монет, какие они уже дали иксы и что я буду дальше в дальнейшем делать с ними. Для начала посмотрим, естественно, индекс страха и жадности, ребята, который сейчас у нас есть. Все не очень так уж и хорошо, но и неплохо. Мы перешли из чрезвычайного страха, в котором находились там, по-моему, 75 дней, если я не ошибаюсь, полностью чрезвычайный страх. Сейчас мы перешли просто в страх. То есть находимся просто в страхе, нету никакого оживления на рынке. То есть даже не переходили в зону нейтральности. Это не очень хорошо, как я сказал, но не очень плохо, потому что на каждом медвежьем рынке мы все равно заходили хотя бы там нейтрально, либо тому подобное. Но с учетом того, что биткоин немножко отталкивается от своей зоны, там 23 тысячи, заходит там 24, это дает позитивный сигнал, что если мы войдем, ребята, даже в нейтральную зону, то я думаю, у него будет довольно хороший рост. Так, давайте сначала по новостям. Итак, первая новость, которую, ребята, я вам хотел сегодня сказать, это гейминговый проект Драгома на Polygon стал жертвой схемы Rug-Pull. То есть, что здесь говорится? Разработчики Web3 игры Драгома на базе сети Polygon, ребята, видите, что творят там, реализовали схему мошенничества, сообщили специалисты компании. Цена токена DMA упала на 99,9%. Запущенный в июне проект позиционировался как игровой M2E приложение в сфере GameFi. Его основателем значился житель Техаса Кен Грис. По данным экспертов, сайт Драгома не работает, каналы и социальные сети удалены. Котировки DMI достигли максимума 7 августа к отметке 1.81. Итак, ребята, сейчас вам покажу, что это был за токен. Итак, вот так выглядит, ребята, настоящая скамина. Вот его DMI. Итак, максимальная цена его была $1.84. Давайте посмотрим, сколько у него было всего плюсов. Он имел 15 тысяч процентов, ребята. Это, конечно, много. С 22 июня по 6 августа это, ребята, за 1,5 месяца. И потом свалился на 0. Вот это, я понимаю, самый настоящий скам, который вообще существует, ребята. Вот так скам выглядит. Раз, и все. То есть он не спускается медленно, просто стрела вниз и больше ничего. Вот это я понимаю, ребята, скамина. Итак, я надеюсь, что у вас в вашем портфеле не было этих все-таки токенов. Я надеюсь, что вы себя уберегли от этого мошенничества. Следующая интересная новость. Число биткоин-банкоматов в мире превысило 39 тысяч. Итак, также вкратце сейчас рассмотрим. Количество криптовалютных банкоматов по всему миру увеличилось до 39 тысяч, согласно сервису Coin-ATM Radar. Год назад показатель составил 25 154 таких банкомата. Итак, ребята, это существенное увеличение. Так что мы видим, ребята, что эта сфера все-таки развивается. В июле установлено 693 новых устройства, в то время как в июне и мае 790 и 239. Но просто вот здесь интересно, что год назад показатель составил 25 тысяч банкоматов, ребята. То есть мы видим, что даже на такой медвежке эти банкоматы для обмена биткоинов, я так понимаю, не только их, а также и других криптовалют все-таки увеличиваются, ребята. Поэтому цена биткоина никогда не будет $1, который все ждут, иначе бы эти банкоматы их и не ставили. Потому что там работают умные люди, они предполагают, что будет в будущем, на это нацелены и тратят свои баснословные, ребята, деньги для того, чтобы ставить такие банкоматы, а также делать к ним обеспечение, чтобы могли мы снимать наличку, если хотим поменять свою, ребята, криптовалюту. Вкратце посмотрим, давайте, на биткоин. Ребята, глобальный график я рассматривать не буду, рассмотрим только тот диапазон, в котором мы сейчас находимся и где мы торгуемся. Итак, что мы здесь видим? Хочет прорваться все-таки биткоин с этого диапазона, который мы были в 2021 году, когда происходил рост, то здесь останавливался биткоин и немножко торговался. Здесь мы уже пробыли практически 2 недели, немножко не хватило до 2 недель, и вот снова пытаемся мы прорваться с этих 24 тысяч, ребята, вернее 23 800, если быть более точным. Если мы с вами, ребята, все-таки прорвемся, телом свечи закроемся выше данного уровня, то есть не фитилем свечи, а именно телом свечи. И если даже, возможно, ретестнем мы вот этот уровень, то, ребята, сможем дальше немножко пролететь в район 26 тысяч долларов свободно, ребята. Но некоторые все-таки ждут, что сейчас мы вот так возьмем и просто прольемся еще, наверное, вот сюда ниже.
Все, естественно, может быть, но это маловероятно. Еще очень мало толпы именно зашло в криптовалютный рынок, поэтому нужно дать хороший показатель вот сюда, чтобы индекс страха и жадности хотя бы перешел в нейтрально, либо уже в жадность. И тогда, ребята, мы можем действительно немного скорректироваться. Возможно, сюда, либо обратно вот к этому уровню. Это было бы самое идеально. И тогда уже снова потихоньку набираться там несколько месяцев. То есть такое развитие события, оно было бы самым правильным и самым идеальным. Ну, не все так, как мы хотим. Посмотрим, что будет в будущем. Теперь, ребята, поехали по моему криптопортфелю, рассмотрим именно некоторые альткоины, которые я набирал в данный спекулятивный портфель. Мы здесь рассмотрим только некоторые альткоины, потому что в позапрошлом видео, ребята, вот здесь разбор криптопортфеля, мы рассматривали некоторые токены. То есть мы рассматривали Immutable, Bella, Clover, Kotti и Chia. Также DivideX я рассматривал в прошлом видео, вот здесь сверху будет ссылка, сможете потом посмотреть на это довольно интересное, хорошее видео, ребята. Сейчас мы рассмотрим только Solana, Эфир, NIR, Filecoin и LPT. И я вам покажу, ребята, что я пытался сделать и получилось у меня или нет. Итак, для начала рассмотрим Solana. Solana я покупал в среднем по 34.83. Поехали. Итак, ребята, вот график Solana. Я покупал по 34.83. Итак, смотрим, где этот уровень. Это примерно, ребята, вот здесь. Ну, пусть 34.81. То есть в этом диапазоне я где-то покупал. Именно 22 июня я набирал именно этот портфель. Портфель с камина я набирал 20 июня. То есть где-то на этом уровне я покупал здесь Solana. Что мы можем увидеть, ребята, с вами по Solana? Ничего, абсолютно ничего. Еще нету такого явного восходящего тренда. То есть находится просто вот в таком диапазоне накопления сейчас. Как вы видите, можно вот такой взять диапазон и все. Нету такого восходящего, потому что пики вообще практически не увеличиваются там на пару долларов. Но лои немножко подтягиваются, но все же. То есть пробой, если будет, то немножко позже, я так думаю. Но если смотреть, то действительно лои немножко подтягиваются вверх. Это означает, что Solana хочет пробиться. Но у нее, как вы знаете, были недавно проблемы. Взломали их криптокошелек, ребята, и оттуда ввели очень много Solana, а также и других токенов. Я рассказывал также об этом инциденте, который произошел. Поэтому, ребята, не знаю, что будет по Solana. Пока просто флетимся здесь, нету никакого от нее такого бурного роста. Так что очень сложно сейчас об этом судить. Просто идет вот такой флет, ребята, и больше ничего. Вот этот флет. И все. Вот так он происходит, и больше ничего. То есть ничего существенного нету по Solana. Нету таких взрывного роста, как здесь хотя бы был, от 31 до 46 долларов. Все. То есть такой флет, как и все, повторяет практически движение все за биткоином. Следующая монета, ребят. Это будет Ethereum Classic. Покупал я по 16.96. Поехали. Так, ребята, смотрим на его график. 16.96. Сейчас я вам покажу, где это было. Вот здесь это где-то примерно, то есть перед выходом. Была у меня на споте неудачная, конечно же, его продажа. Хотел его немножко продать и откупить немножко ниже, не дождался чуть-чуть и там буквально чуть-чуть не угадал, ребята. Так что не очень важно, то есть все равно примерная покупка его была вот здесь у меня, хотя я его тоже покупал 22 июня, то есть где-то в этом диапазоне, где-то около 15 долларов с копейками, ничего страшного. Проспал я, ребята, вот этот уровень, до которого он дошел именно до 45 долларов, ребята. Я его ставил, но почему-то как-то я его проспал, сам не могу понять. То есть от 45 он дал хороший такой нисходящий трендик вниз. То есть можно было на 45 его, естественно, продать, а здесь подкупить. И все было бы нормально, усреднил, и цена была бы вообще вот здесь, наверное, еще ниже. Но, как говорят ребята, после боя кулаками не машут. Все еще будет впереди. Еще можно будет на нем поспекулировать и разогнать его намного больше, свой портфель, именно по ETC. Очень хорошо выходит, как мы видим. Выход хороший. Проторговка пошла. Еще один выход. Проторговка. Если биткоин пойдет в район 26-28 долларов, думаю, будет следующий диапазон и снова проторговка. Там нужно будет, ребята, смотреть, потому что биткоин от 28 тысяч долларов, я думаю, отобьется и очень хорошо и пойдет вниз. Поэтому также нужно следить за своими альткоинами, чтобы их там продать. И если биткоин действительно пойдет вниз, то, ребята, нужно будет подкупить внизу. Следующая монета. NIR Protocol. Поехали посмотрим, что там происходит с NIR. Покупал NIR я по 3 доллара 33 цента. Давайте также мы здесь отметим где-то 3 доллара 33 цента.
это примерно вот здесь. Вот здесь, то есть также вот 22 июня я покупал именно на этом нисходящем, на этой нисходящей именно свече, ребята. Хорошая довольно покупка была. Отсюда мы уже получили примерно около 69%. Если посмотреть именно прибыль по портфелю, то мы видим, что действительно 68, практически 69% прибыли по НИРу. НИР очень хорошо начинается, то есть был вот такой хороший нисходящий трендик, все как полагается. Потом идет реально накопление и начинаем потихоньку вот так выходить. Сегодня довольно хороший дал результат НИР, как мы можем увидеть. Также дал 14%, практически 15%. И будем смотреть, куда он дальше пойдет. То есть он именно очень мне нравится по своей работе. Также, если по биткоину будет все хорошо, можем увидеть хороший также еще восходящий такой трендик. И только потом будет коррекция какого-то определенного уровня. И будем снова набираться в флете. Все хорошо, меня довольно устраивает. НИР также все хорошо по нему угадал. Следующая монета. Филкоин, ребята. Филкоин 5.84 покупал. Итак, поехали. Так, смотрим, ребята. 5.84, где это у нас находилось? Это цена 5.84. Вот здесь, ребята. Фил тогда находился, вот можем посмотреть, 22 июня. То есть вот здесь я его покупал. Да, намного выше, чем дно, но все же он здесь показал очень резкий выход буквально неделю назад. Сейчас вот находится вот в таком диапазончике вот здесь. Все я здесь поотмечал, где он находится. Также от уровня 11 долларов 37 центов он здесь отбился и пошел на коррекцию. Также давал очень хорошие, ребята, здесь иксы, плюсы, ребята. То есть дал от этого уровня такой толчок на 121%. Кто, ребята, из вас здесь его купил? Вот здесь на этом уровне, видите, он здесь хорошо находился. Раз отбился, второй раз отбился, из третьего и уже полетел, ребята. Так что вы молодцы. Но, ребята, я немножко его пересмотрел. И хочу вам также об этом сказать. Сейчас я вам покажу его график. И что меня самое больше смутило, я как-то этот момент, ребята, я упустил очень сильно. Поэтому будьте внимательны по филкоину, ребята. Смотрите. У него был хай в 238 долларов, ребята. Примерно 1 апреля 2021 года. Так, давайте посмотрим, ребята. Я вам открою исторический снимок. И нам нужен 1 апреля 2021 года, ребята. Так, 1 апреля нету, давайте 4 апреля. Мы сейчас быстренько найдем. Что меня здесь, ребята, именно смутило? Смотрите, ребята, филкоина было в обращении 1 апреля 2021 года, 4 апреля 2021 года 64 миллиона токенов в обращении, ребята. 64 миллиона. Сейчас что мы посмотрим? Смотрите, 256 миллионов. Это в 4 раза, ребята, больше сейчас токенов. Поэтому обращаю ваше внимание на него, что он может не переписать свой all-time high, ребята. Может не переписать. То есть я как-то упустил данный момент, не знаю, как это произошло. Почему я так не смог посмотреть, проанализировать его до конца. То есть, ребята, у него могут быть проблемы с переписанием all-time high. То есть можно получить несколько иксов по данному токену. Но all-time high можем, ребята, не переписать. Поэтому я буду еще в дальнейшем смотреть его, конечно. Буду рассматривать, что с ним делать в итоге. Но пока он дает хорошие плюсы, его держу в своем портфеле. В дальнейшем я буду принимать решение, оставлять ли его в своем портфеле и все-таки гнать его до следующего бычьего рынка, либо же продавать и переливаться в какую-то другую монету. Также, ребята, вот, если у вас есть данный продукт, также его пересмотрите и подумайте, оставляете ли вы его в своем портфеле, либо нет. Если я что-то буду менять, обязательно об этом скажу. Но сейчас все равно он у меня в хорошем плюсе, поэтому пока держу. И последняя монета, ребята, LPT. Средняя цена покупки 7 долларов 17 центов. График LPT ищем 7 долларов 17 центов, ребята. Это вот здесь. Вот здесь получается у меня покупка. Хотя я покупал его, ребята, 22 июня, ребята. Это вот здесь. Почему же у меня средняя покупка вышла по 7 долларов 17 центов? Все, ребята, очень просто. Вот здесь я в этот момент был как раз на работе, на этой свече. Мне удалось немножко его продать. Я не помню, правда, на каком уровне. Где-то вот здесь. И подкупить в тот же день чуть-чуть ниже, ребята. Поэтому у меня получилось вот такая, ребята, средняя цена
покупки 17 долларов 17 центов. Это практически на дне. За счет этого он также дал мне на сегодняшний день неплохой процент, 67%, ребят. Все-таки у меня получилась довольно хорошая входящая цена. То есть даже если мы провалимся обратно до этих лоев, ребята, я останусь в крайнем случае в ноле. Но этого, я надеюсь, не произойдет. То есть если будет слив, то я смогу ее продать и потом же откупить намного ниже. Также себя, ребята, очень хорошо показала. LPT очень сильно, ребята, пампится. Потому что, ребята, очень мало токенов у нее в обращении. Всего лишь 25, практически 26 миллионов. Рыночная капитализация очень маленькая, около 300 миллионов. Ее всегда очень хорошо пампят. Я жду в этом, как я говорил, бычьем сезоне, которое произойдет, выше 100 долларов. Да даже если она до 100 долларов дойдет, ребята, мне будет вполне достаточно, чтобы поспекулировать на данном продукте. Если в общем, ребята, разобрать мой портфель, то здесь, как вы знаете, есть также токены, которые находятся у меня в портфеле с камина, ребята. Это Immutable, Bella, Clover, Коти и Chia, ребята. Chia, конечно, с камина, ты с камина, ребята. Самая настоящая с камина. Нет, ребята, Chia еще не с камина, поскольку она сейчас держится и хорошо флетится. Также немножко добавил еще DYDX в свой портфель, также ровно на 200 долларов, что было. Посмотрим по нему, как он будет дальше двигаться. Он очень хорошо идет, как я сказал, ребята. В начале видео там вверху увидите и посмотрите о данном токене, какие его перспективы. В общем, у меня около 40% по спекулятивному портфелю. Это нормально, довольно хорошо. Ждем биткоин немножко вверху. Если действительно биткоин, ребята, все-таки дойдет до 28 тысяч и будет дальше отбиваться от данного уровня и идти вниз, я буду полностью, ребята, именно спекулятивный портфель продавать и подбирать его намного ниже, уже данные токены. Также, ребята, вам хотел показать, что я для вас приготовил уже под каждым видео вот такие ссылки, которым я в основном пользуюсь. Здесь есть биржи, ребята, самые оптимальные хорошие биржи, то есть Binance, Bybit, Crypto.com, OKX и Currency. Ребята, по всем вот этим ссылкам вы сможете регистрироваться. Также при регистрации, когда вы будете там торговать, либо пополнять свои кошельки, либо стейкать какие-то монеты, особенно на Crypto.com, будете получать бонусы в виде долларов, либо еще каких-то монетах. На Currency хорошие, ребята, есть. Раньше была возможность, сейчас не знаю, или она работает. Если вы регистрируетесь, просто проходите верификацию, то вам приходит похоже на специальную марку, которую вы открываете, и для вас там есть приз. То есть вы можете получить какие-то токены, либо какие-то акции определенной биржи. Очень интересно раньше было, я также регистрировался и получал. То есть у меня первая же акция, на которую я попал, и по цене, и цена ее была около 70 долларов, ребят. То есть бесплатно хорошо получил. Так что берите, регистрируйтесь, ребят, получайте бонусы. Есть также полезные ссылки, которыми я в основном пользуюсь. Потому что я понемножку делаю ребрендинг своего канала. Также у меня будут уже другие со временем заставки. И будем работать, ребята, с вами не в таком черном поле, а уже немножко в другом интересном, которое я также хочу сделать, чтобы немножко отделяться от остальных именно криптоблогеров, которые, ребята, есть на этом криптовалютном рынке. Поэтому это будет все постепенно, все я сделаю и доведу свой YouTube канал до нормального вида, ребята. А с вами, как всегда, был Серж на канале Великий Манипулятор. Не забывайте, ребята, обязательно подписываться на мой канал. И давайте все-таки вместе развивать его и развивать наше криптосообщество. Всем хорошего настроения, ребята, и всем пока!